Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в ближайшие несколько недель. Расклад мы делаем на вторую половину месяца января. Смотрим на основные события, которые у вас, соответственно, произойдут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить также лайк или сообщение под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Так я буду знать, что я не зря это видео записала, что я не зря потратила свое время, соответственно, на этот расклад. Итак, давайте посмотрим, что же, собственно, будет происходить у наших стрельцов. Вторая половина месяца января. Какие события для вас будут особенно актуальными и важными? Итак, первая карта у вас карта шестерка кубков. Замечательная карта на самом деле, да, может говорить о семье или о каких-то связях, которые имеют богатую историю, людях, местах или ситуациях, которые имеют у вас, ну, как будто бы чувство, знаете, привязанности к чему-то прошлому. То есть семья, дети, может быть, ваше желание вернуться в те времена, когда все было проще. Ностальгия о детстве, допустим, о юношестве. Так, дальше у вас есть девятка кубков, исполнение желаний, исполнение заветных желаний. Обычно она достаточно позитивная карта, еще и в таком контексте, да, она здесь выпадает. Она может, да, какие-то желания здесь реализовывать ваши. Возможно, вы обнаруживаете, что какие-то желания реализуются. Может быть, не совсем так хорошо, как вы себе ожидали, как вы себе думали ранее, в прошлом. Да, возможно, некоторые из вас смотрят на вещи сквозь розовые очки, немножечко по-детски, немножечко идеализируют ситуацию, как-то чрезмерно идеализируют, а другие из вас могут испытывать, стрельцы, большую радость или удовлетворение от чего-то, что связано, ну, с вашим прошлым. С вашим прошлым здесь, может быть, с вашими детьми, не знаю. Так, давайте посмотрим. Верховная жрица. Доверять своим инстинктам, своей интуиции. Ваша интуиция здесь — это ваша связь с вашим подсознательным, да, с вашим внутренним «я». Возможно, вам позволит ваше подсознание скорректировать путь, который будет лучшим для вас, наиболее подходящим для вас. То есть у вас есть потребность здесь прислушаться к своей интуиции, исследовать ей, и это будет иметь какое-то важное значение для вас в этот период времени. То есть здесь ваша главная энергия в этой второй половине января, собственно, да, карта Верховная жрица с картой Луна, опять-таки подсознание, еще есть и девятка мечей. Могут быть какие-то тревожные мысли, навязчивые мысли, возможно, какое-то ожидание чего-то, ну, как непредсказуемого, неожиданного, что-то такое, по поводу чего вы можете волноваться, плохо спать или мало спать ночью, о чем-то вы тревожитесь, думаете. И некоторые из вас могут рассматривать конкретную ситуацию, может быть, из своей жизни, возможно, как-то связанную с вашим прошлым, в зависимости от того, касается это работы или касается отношений. Но вот здесь вот может возникнуть ощущение, что вы создали вокруг этого всего своего рода какой-то как замкнутый мир, который, возможно, не совсем реалистичный или, по крайней мере, не является чем-то таким общепринятым или чем-то хорошим. Возможно, вы здесь по этой девятке мечей много работаете, может быть, вы здесь восьмерка мечей, может быть, восьмерка мечей, очень много навязанных мыслей, навязчивого, какого-то страха, тревог, которые у вас есть в этот отрезок времени. То есть вы прям очень много переживаете по поводу чего-то, накручиваете себя, думаете, что, возможно, в чем-то неправы или в чем-то вините себя, может быть, ожидаете каких-то неблагополучных развитий событий, развития ситуации. Да? Собственно, такое сочетание здесь Верховной жрицы и Луны, как будто подчеркивающее эту Верховную жрицу, указывает на, знаете, какую-то такую необходимость уделять больше внимания и сосредоточиться больше на чем-то для вас важном, потому что Верховная жрица здесь — это интуиция ваша, и Луна, по сути, это тоже подсознательное ваше внутреннее ощущение, к которому нужно здесь прислушиваться вместе с пятеркой мечей, каким-то конфликтом внутри вас или конфликтом, возможно, с другими людьми, которые здесь может иметь место. И опять-таки пятерка мечей — победа любой ценой. Безразличие к сопутствующему ущербу, который у вас здесь может быть. То есть такая немножечко эгоистичная карта, потому что эта карта, она означает, что вы настолько сосредоточены на том, чего вы хотите, на победе
которая для вас важна, что вас ничего больше не останавливает и ничего больше не волнует, возможно, не волнует даже какой ценой вы этого добьетесь. Знаете, любой ценой вы хотите победить, вы хотите добиться желаемого любой ценой, независимо от того ущерба сопутствующего, который может за этим последовать. И здесь создается ощущение, что то, что ты хочешь сохранить, может быть что-то, что притягивает вас из-за связи с прошлым. Может быть, это что-то, что вы раньше делали в прошлом, или какие-то аспекты работы, или закономерность, которая есть в этой сфере жизни. Может быть, отношения, которые у вас были какое-то время, или человек, с которым вы чувствуете связь, который знаком вам из прошлого, или там вашей истории, или из вашего детства. То есть здесь ощущается очень сильный стресс по этому поводу и переживания, тревога, особенно потому что есть верховная жрица еще из карты, здесь Луна, возникает ощущение, что вы понимаете что-то, в чем, возможно, вы участвуете, да, как будто это не сулит ничего хорошего, это может быть что-то скрытое или что-то тайное, это вызывает у вас стресс, вы можете испытывать страхи, переживания какие-то, что это что-то может быть известно, да, узнано, не знаю, и это может принести вам какие-то, опять-таки, тревоги, переживания, да, но опять-таки вы имеете с этим всем какую-то связь из прошлого, то есть или раньше это уже началось, что-то делалось, или это связано с человеком из вашего прошлого, или с какой-то ситуацией семейной. Это что-то, что в принципе и может продолжаться достаточно долгое время, не причиняя определенного ущерба или определенного вреда или какого-то конфликта. И ваша интуиция, скорее всего, вам подсказывает, ваше чутье, что это на самом деле так, но вы при этом как-то, знаете, думаете, что вот эта девятка кубков, да, с этой пятеркой мечей, вы получаете удовольствие и удовлетворение от того, что вы делаете здесь, или от той связи, которая есть у вас с этой историей. То есть вы как будто бы понимаете, что это может не привести к добру, если продолжать в том же духе, допустим, или это приведет к каким-то проблемам, каким-то переживаниям, какому-то хаосу, но почему-то вам хочется это сохранить, как будто бы вы вот это, знаете, как такое сохранить пытаетесь, да, и ваша интуиция, она здесь как будто бы вам подсказывать пытается, что нужно обратить здесь на эту ситуацию внимание. Здесь еще и карта дьявол выпадает. Возможно, здесь у вас есть какая-то модель мышления или какое-то поведение, привязанность ваша, которая заставляет вас тем или иным образом поступать. И в конечном итоге это может для вас быть не совсем полезным или вредным. Так, может быть, опять-таки это как-то связано с вашим прошлым, с вашей историей или с какими-то вашими связями. Что-то на вас сильно может в данном случае влиять. В данном случае, да, с этой шестеркой кубков. Тут же есть пятерка пентаклей. Здесь, знаете, все-таки оно как-то вот как будто бы не очень такое интересное сочетание у вас. Вот как будто вы что-то делаете, опять-таки, я же говорю, что-то делаете, что приносит вам удовольствие, вы понимаете, что вам это может быть во вред, но при этом вы все равно продолжаете что-то делать, да, вот такое странное какое-то сочетание. То есть это не совсем прям такое плохое значение здесь с этой картой дьявола, но здесь же эта карта девятка мечей, да, есть эта пятерка пентаклей, карта пятерка пентаклей вместе с верховной жрицей, то есть тревога, страх перед неизвестностью будущего, может быть, какой-то шаткостью вашего положения, может быть, каких-то переживаний, которые связаны здесь с вашими финансами, потому что есть пятерка пентаклей. Может быть, вы переживаете о том, что может дальше произойти, потому что здесь как будто бы интуиция подсказывает вам, что, возможно, это может дорого вам обойтись, или может быть дело в финансовом или в материальном аспекте, и, возможно, дело в аспекте отношений, когда вы можете чувствовать шаткость своего положения. Может быть, вы можете, что вас могут в чем-то отвергнуть,
да, или вы можете как попасть в черный список, как будто быть исключены из общества. Но вот, собственно, эта семерка пентаклей, она опять-таки дает как бы вам задуматься о том, что у вас есть, что вы можете потерять, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения, потому что это может в конечном итоге вам дорого обойтись и в каком-то, да, финансовом, материальном плане, то есть может негативно сказаться на ваших деньгах, на вашем доходе или на отношениях с другими людьми. Может быть и такой момент, то есть на чем-то, что для вас представляет ценность. Так, это могут быть какие-то пороки, которые вы пытаетесь скрыть, или какие-то привычки, или какие-то отношения, или модель поведения из прошлого, или какое-то навязчивое состояние, которое было в прошлом, да, и, собственно, сейчас оно тоже у вас дает о себе знать, то есть, имеет место быть. Да, девятка кубков, карта исполнения заветных желаний, но здесь все-таки не десятка кубков, да, именно девятка кубков. Девятка, она про изобилие, она о том, что более чем достаточно будет каких-то вещей, которые доставляют вам удовольствие, то есть больше удовольствия, больше чувство удовлетворения. Вот такое здесь больше ощущение возникает еще из карты дьявола, да, которая все-таки как соблазнитель, как искуситель выступает по этой карте. Карта дьявола. Давайте посмотрим еще. Карта умеренность. Карта умеренность, карта баланса, карта равновесия, карта, кстати, стрельца, карта ваша. Возможно, в долгосрочной перспективе у вас есть ощущение, что возможно, есть ощущение, что если это будет продолжаться в том же духе, то это как будто бы обойдется, да, какой-то или потери, или довольно дорого. То есть понимаете, что будет какая-то цена внесена. Вы не знаете, готовы ли вы платить эту цену в будущем. Но тем не менее умеренность, баланс — это отсутствие крайностей, это противоположность карте дьявола. Это противоположность девятки кубков, которая, да, показывает, что вам нужно размышлять трезво, вам нужно сказать себе стоп, вам нужно разобраться в том, что здесь происходит в эти 2 недели, рассмотреть последствия, подумать о последствиях, которые могут быть у вас в том или ином случае, в том или ином решении. Да, и туз мечей — принять решение, но принять решение взвешенно, остановившись, подумав, не предпринимая каких-то, знаете, таких резких движений или не действуя импульсивно, может быть, не пытаться решить какую-то проблему сейчас, больше опять-таки стараться прислушиваться к своей интуиции и к своему вот этому внутреннему чутью. Возможно, здесь будет какая-то энергия другого человека, с которым вы находитесь в тесной связи. Может быть, это ваш там родственник, близкий, знакомый, потому что здесь опять-таки есть и еще этот туз мечей, да, то есть необходимость принимать решения, семерка мечей. Может говорить о каком-то обмане или чем-то скрытом, может быть, каких-то корыстных мотивах, которые присутствуют у этого человека, и они могут выйти наружу. Как будто бы здесь этот меч рассекает правду, обнажает правду и раскрывает реальность существующей перспективы. То есть здесь вот есть карта интуиции, карта чутья и понимание, что в чем-то вас кто-то может обмануть. То есть вы об этом узнаете, если кто-то попытается вас обмануть. Или вы понимаете, что если так будет продолжаться, то вы понимаете, что вы что-то должны будете отсечь или от чего-то отказаться, потому что это заставляет находиться вас в неудобном положении. Вы сможете по-другому, возможно, здесь, вот знаете, как будто бы отнестись к какой-то ситуации, потому что вы посмотрели на возможные последствия, то есть вы понимаете, ради чего вы это делаете. И, кстати, карта повешенной. По-другому можете посмотреть на вещи. То есть не впадать в крайности, карта умеренность, находиться в балансе, находиться в каком-то состоянии равновесном, понимание, что какое-то скрытое обстоятельство или какая-то информация может выйти наружу. Опять-таки, все, что скрывается, обязательно выйдет наружу. В принципе, и вы это понимаете, да, единственный способ этого избежать — это либо исключить это из своей жизни, либо принять тот факт, что, собственно, да, ничего скрыть нельзя. Опять-таки, ничего в этом страшного, возможно, и нет. То есть зависит от ситуации, которая это касается. Но вы понимаете, что да, здесь они могут иметь какие-то серьезные последствия, собственно, эти вещи. Давайте подумаем, что же здесь может быть еще, может быть у вас. Давайте посмотрим.
тройка мечей, карта тройка мечей, двойка мечей, да, карта сила. Вы посмотрите в лицо своим страхам, своей неуверенности. Возможно, скажете какую-то правду, возможно, здесь разберетесь во всем, что реально, истинно, и почувствуете себя в какой-то ситуации такой тупиковой. Но с другой стороны, если вы вот как будто вы должны будете здесь смириться с тем, что здесь нужно будет сделать какой-то непростой выбор, сделать решение, принять, но при этом вы сделаете это решение или примете, собственно, это решение, трезво взглянув на ситуацию и глядя всем своим страхом в лицо, то есть основываясь на фактах, также на своем понимании ситуации, понимании, если нужно отпустить, то отпустить, если нет, то что нечего бояться, собственно, ничего страшного в этом нет. Да, может быть, вы переживаете о том, что это может причинить боль или какое-то горе другому человеку, поэтому, возможно, нужно здесь от чего-то отказаться. Если нет, то таким образом, да, опять-таки вы понимаете, что ничего страшного здесь нет, и, возможно, вы здесь в этой ситуации, если карта сила выпадает, что сможете эту ситуацию как-то, прожить, да, пережить, ничего страшного здесь нет. Но вот пятерка здесь кубков, какое-то переживание тоже, которое может здесь происходить, двойка жезлов, переживание из-за выбора, который нужно сделать, понимание, что будет сложен возможный выбор, который вам предстоит сделать. Возможно, вы здесь осознаете, что вы не хотите на что-то подписываться или не хотите что-то здесь, что-то кардинально менять, потому что, опять-таки, вы к чему-то сильно привязаны или получаете от этого какое-то моральное удовлетворение. Но в любом случае, да, здесь нужно будет разобраться в себе и, может быть, отказаться от чего-то заманчивого, но в конечном итоге токсичного в долгосрочной перспективе. Поэтому, да, возможно, вам здесь нужно будет отказаться от чего-то, чтобы избежать определенных проблем в будущем. Да. На этом, я думаю, мы наш второй прогноз для вашего знака сегодня завершим. Я всем желаю, стрельцам, всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. Надеюсь, у вас у всех сложится все наилучшим образом. До скорого!